Короче, тут показали первый официальный кадр из «Властелина колец» сериала от Амазона. И несмотря на то, что действия сериала будут происходить сугубо во второй эпохе, эпизодически сериал будет отсылаться к первой, что мы и видим на кадре. А именно мы видим два великих древа и, собственно, Валинор. А это не себе фига как бы. Может быть, даже историю Феанора расскажут кратенько. Я был дико на хайпе после этой новости, вот прям зарядился этой магией Средиземья. Подумал даже, может снова в Латро поиграть, но смысл, если я буду врываться на ру-версию? Времени жалко. И нет, у меня нет новостей по ру-лотре, вы у меня это регулярно спрашиваете. Ребятки, я сам жду, не поверите, со всей силы. В итоге я решил просто поставить последние дни третьей эпохи на Mountain Blade, но черта, сколько же он кривой и баганый, да и выглядит уже дико страшненько. Очень жаль, что на второй Mountain Blade мод еще будет очень долго в разработке. Это были приятные выходные, скажем так. Да. Потому что возвращаться в рабочую среду ММО-сегмента — это тот еще цирк с конями. Собственно, буквально меньше недели потребовалось ММО-индустрии, чтобы опять превратиться в полный и лютый кавардак. Снова здравствуйте. Меня зовут Даниил, и вы на канале Котей. Ну, вдруг вы забыли. И сегодня я буду рассказывать вам про, во-первых, про перенос New World, во-вторых, про перенос Корпанка, в-третьих, про перенос Crimson Desert, в-четвертых, про то, как у Blizzard сменилось руководство, и может быть даже это хорошо, и еще про кучу переносов. Обо всем об этом сразу после короткой рекламы. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество, и для тех, кто любит открытый мир и его историю, предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ серверов легендарной MMORPG World of Warcraft WoW Sirus. Модифицированное дополнение Lich King, новые эксклюзивные расы, добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade, новые поля боя, различные PvP-режимы и третья PvP-фракция Ренегаты, которые являются одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2, мир с системой категорий. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4, новый мир для ценителей времен 335А. Тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Зови друзей с собой, и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которыми ты можешь стартануть на Сирус еще быстрее. Давайте начнем издалека. Crimson Desert — это такая гибридная игра, полу-сингл, полу-ММО от разработчиков Black Desert на новой версии их фирменного движка. Пока еще никто не имеет хоть какого-то адекватного представления, на что это будет похоже. Все гадают, что это будет что-то между Геншином и Destiny, то есть сюжетная кампания и кооперативные, даже не кооп, а именно ММО элементы. В игре обещают огромный мир с кучей тайн, интересных мест для исследования, эдакую партийную систему с разными персонажами и чуть ли не революционную систему фехтования, а также кооперативный контент вроде осад и рейд-боссов в специально отведенных для этого зонах. Ну и специальный мультиплеерный режим. И хочется, вот честно говоря, посмотреть на это чудо, потому что те гиперлагучие геймплейные ролики — это, конечно, хорошо, но хочется именно живого геймплея без склеек. Так вот, вообще они собирались по самым позитивным раскладам выпустить игру еще в 2020 году, но мало того, что они не успели в 2020, так и в 2021 тоже не успевают. Игра не готова, и ее отложили на неопределенный срок. Но вроде как обещали на ближайшей выставке показать больше геймплея. Печально, но в принципе ожидаемо, потому что тот геймплей был безумно сырой, и там работа явно не на 1 год еще. Печально, конечно. Не то чтобы я питал больших надежд на этот проект, но как минимум на их гипертехнологичный движок, который они хотят юзать еще для нескольких своих проектов, в том числе для лут-шутера, я бы хотел посмотреть. И, к сожалению, это далеко не единственный перенос в ММО-сегменте. 25 августа предварительно должно было состояться ЗБТ Корпанка, и шансы были хорошие. Разработчики очень мало радовали новостями последние пару месяцев, в некотором роде, кстати, это плюс. Все думали, что они усиленно готовятся к ЗБТ. Ну, в общем-то, так и было, но вот буквально на днях Artificial Core подтвердили, что не будет этих ваших ЗБТ. Не успеваем, кранчить мы не хотим, но и сырую игру выпускать — это не дело. Так что, ну давайте предварительно на сентябрь
марта-октябрь, но вообще лучше на декабрь, и то не факт. Но вот вам немножко геймплея заморить червячка. Это на самом деле печально, ну, лучше уж так. Проект очень своеобразный, и чтобы он зашел максимуму людей, без каких-либо проблем и скандалов, его нужно довести до ума вот прям настолько, насколько можно. Я в этом решении поддерживаю команду Artificial, хочу сказать от себя лично, что, ребята, я в вас верю, не кранчите, спокойно дорабатывайте. Не думаю, что нам нужен очередной кроуфл, про релиз которого я даже рассказывать не хочу, потому что всем насрать. А кто не в курсе, Core Punk — это изометрическое ММО, которое сделано наподобие моба, вроде Dota или Лиги Легенд, только полноценное MMORPG. На панели 6 скиллов и 6 итемов. Куча персонажей, у каждого по 2 ветки, грубо говоря. Это первое ММО с туманом войны. В игре 3 фракции, много PvP и PvE довольно крутое, судя по геймплейным роликам. Ну, в общем, концепт очень интересный, хоть и своеобразный. Персонажи колоритные, и игра само по себе делается очень грамотно. Разрабы красавчики. Хотя, признаюсь честно, у меня к их проекту было очень много скепсиса, но разобравшись в нем, я, в общем-то, уверовал. И теперь надеюсь на него прям сильно. Ну и про перенос New World давайте чего уж. 2 числа закончилась ЗБТ, релиз должен был быть буквально через месяц. Но амазоны сказали, что фидбэк от игры был очень не очень, в дословном переводе, мы унижены поддержкой, которую New World получил от игроков по всему миру. Спасибо переводчику. Че, Амазон, закибербулили тебя, да? Ну, я не знаю, выключи сервера, перенеси игру, хз. Ладно, шутки шутками, но да, игра просто трындец какая сырая, там очень много проблем, и перенос — это довольно логичное решение. Еще более логично было бы вообще закрыть игру нахер и переделать ее с нуля, хотя бы на тех же ассетах. Но Фрацини слишком жадный и на такое не пойдет. Короче, Новый мир перенесли на 29 сентября 2021 года, но давайте будем честны, ничего они уже толком сделать не успеют. Да, они пофиксят мелкие баги какие-то, при этом фундаментальные баги еще с альфа-версий тянутся. Кор-механика игры не изменится, может быть еще немного поправят баланс, но он изначально неправильно делался. В общем, 2 месяца доработок — это ни о чем, они за год почти ни хрена толкового не сделали, наоборот испортили кучу вещей. Не, посмотрим, конечно, на релизе, но... Да. Хотя, если просто уберут вот эту сраную автодоводку, которая, по сути, рывок к таргету во время атаки, уже будет что-то. Я уже готов большую часть косяков им за это простить, если вернут боевку до времен альфа-превью. Когда с 2 метров к вам не чаржились, и увернуться можно было во время атаки, а не на рандоме, пытаясь поймать этот кадр во время замаха, который с учетом пинга невозможно поймать. Ну и когда стамина хоть что-то решала. Знаете, это уже будет что-то позитивное. Ну ладно, давайте перед главной новостью чисто по мелочи. Diablo Immortal тоже перенесли. Да ты заеб... Релиз мобильной версии Diablo перенесли аж на первую половину 2022 года, так как близы не успевают доработать игру до хорошего состояния. Мне, кстати, теперь дико интересно, что делают в игре близы, а что делают китайцы из NetEase. Непонятно. Но как мы узнали из обзора на близов, надеюсь вы его посмотрели, китайцы уже давно с близами сотрудничают на аутсорсе в той или иной игре. Согласно объявлению, отсрочка позволит Blizzard существенно улучшить игру на основе отзывов игроков с техническим альфа-тестирования, чтобы сделать PvP-контент, такой как Cycle of Strife, более доступным, а PvE-контент, такой как Хеликварий, более привлекательным. Immortal также получит поддержку контроллеров. Еще хорошо бы на ПК его, хотя бы через официальный эмулятор. А шо? Я на геймпаде погоняю, ну или на планшетике на крайний случай. И дело не в том, что у меня нет телефона, а просто потому что. С геймпада все ловчее, чем тапать по сенсору. В принципе, я к Diablo Immortal отношусь нейтрально. Если близы сделают просто получше, чем 90% мобилок на рынке, и там не будет жесткого pay-to-win, то это уже будет хорошо. А если не сделают, получат очередной репутационный удар, но в общем-то невелика потеря, близы и так просто в полном дерьме. Кстати, Diablo 2 Resurrected вроде не переносят. Спасибо, боженька. Blade and Soul не перейдет на Unreal Engine 4 в августе, как планировали. Тоже перенесли на сентябрь. Одни, сука, сплошные переносы. Что за фигня, честное слово. Не, ребята, это уже 5-я новость про перенос. Игорь тонет. Это шизофрения. Короче, еще более графонистых желейных дам перенесли на сентябрь. Да, держу в курсе. Хотя, кстати, не все игры перенесли. Bless Only Shit выходит на днях. Уже стартанула предзагрузка клиента. Как говорится, на похавай. Хотя в такое даже на безрыбье играть — это себя не уважать. Может запилить обзор, что ли, прикола ради. Все равно до сентября играть особо не во что, а так хоть поржем.
Но вот, кстати, что довольно интересно, это анонс новой J Dynasty. Как вы, наверное, в курсе, уже был анонсирован Perfect New World. Очень ироничное название, кстати. Это будет настоящий сиквел той самой Perfect World на консолях и ПК без элементов мобилок. И вот они анонсировали World of J Dynasty. Выглядит, конечно, мое почтение. Китайский ММО — это великолепно. Китайцы в последние 10 лет скаканули в геймдеве очень сильно. Правда, все самые сочные проекты у них на внутреннем рынке, ну максимум на Тайване. Так вот, показали графику в игре, боевку, и, честно говоря, это что-то из разряда «найди 10 отличий от Moonlight Blade, от Justice, от еще какой-нибудь китайской ММО». Ну, типа, это просто графонистое максимально китайское ММО во всех смыслах. Если сейчас World of Legends перейдет на 4-й Unreal, будет то же самое, один в один. Ох уж эти китайцы. Ну ладно, харе вас мурыжить, переходим к новости, что называется шуруп выпуска. Возвращаюсь я такой домой с деревеньки, и мне кидают новость, что глава Blizzard Джей Аллен Брейк уходит из Activision Blizzard на фоне судебного дела и скандала по сексуальным домогательствам и дискриминации в компании. Джей Аллен Брейк 20 лет занимал должность исполнительного продюсера World of Warcraft, а в 2018 году занял должность главы Blizzard, заменив Майка Морхайма. То есть так называемый отец-основатель, один из последних. Ушел он по собственному желанию, но справедливости ради его просто избрали козлом отпущения. Кого-то вот срочно надо было из руководства выкинуть. Что касаемо самого Аллена, то он персона очень неоднозначная. Стоит вспомнить хотя бы слова «You think you do, but you don't» на тему классик серверов ванилы, а также факт, что уже 5 лет не выходит ничего нового у Blizzard, и вот якобы он в этом виноват. Но... подождите-ка. Лично мое мнение, что он-то как раз неплохо держал Близов. Морхейм свилял, когда прочуял, что дело запахло керосином. Близы выстрелили своими проектами, но как только дело дошло до их поддержки, Морхейм такой «кто куда, а я по съебам», чисто на пике популярности. И Брейк остался эту кашу расхлебывать. Ему надо было мало того, что хоть что-то сделать со старыми тайтлами, чтобы они не загнулись, и он принял решение отдать их на аутсорс, чтобы поддерживать киберспорт, а из новых тайтлов или около новых, на тебе Diablo 4, Diablo 2, Overwatch 2, плюс запуск WoW классики — это его решение. В принципе, в том, что 5 лет у Близов не выходят игры, он-то не виноват. Он как раз сделал все, ну, более-менее грамотно, опять же, имхо. Но, увы, погубило его не пиво, погубила его вода, а точнее СЖВ. И нет, у Близов реально дичь происходила, никто и не отрицает. Даже если половина из всех обвинений правда, это уже тянет на скандал мирового уровня. Но, справедливости ради, вся эта культура отмены идет в полный разрез с презумпцией невиновности. Но это как с Джонни Деппом, которого выкинули со всех ролей, особенно обидно за роль Гриндевальда. Его обвинили, за это выкинули, а в итоге-то он оказался невиновен, но урон по нему уже нанесен. И у Близов то же самое. Ушел Брейк, ушел глава отдела дизайнеров Крейг Моррисон, и неизвестно сколько еще людей ушли. Blizzard разваливается кусками. Теперь компанию Blizzard возглавят Джен О'Нил, это бывшая глава Vicarious Visions, известная по Crash Bandicoot переизданию, Tony Hawk Pro Skater переизданию, ремейк Diablo 2, и Майк Ибара, бывший ведущий менеджер Xbox. Да, во главе встали левые дяденьки и тетеньки, но справедливости ради, они любят игры и к наследию относятся даже вроде как по-человечески. По крайней мере, Джен О'Нил. У нее хорошее портфолио, ну, по мне она классная. А вот Майк Ибара чел довольно своеобразный. В 2019 году, помнится, он встал на защиту Антема, сказал, что игроки просто нытики, а журналисты не шарят. При этом его заслуги в игровой индустрии все же довольно велики. Его можно назвать отцом геймпасса, лучшего подписочного игрового сервиса. Плюс он все же геймер, этого у него не отнять. Так вот, ушел он из Microsoft в 2019, не сказал, куда уходит, хотя уже вскоре стало известно, что в Blizzard. В 2019 году он стал вице-президентом и генеральным менеджером, а сейчас он стал во главе компании на пару с Джен. Ситуация получилась очень неоднозначная. Лично я считаю, что в принципе все эти боссы и ветераны, ну, дико переоценены порой. Если на их место встают молодые и амбициозные, и тем более любящие игры и играющие в них, то это даже неплохо. В любом случае время покажет. Знаете, у меня чувство, что с Близзардами хуже уже не будет. Вот с ними сейчас любую хрень можно вытворять, все равно все обнасрать, и многие компании уже окончательно похоронили. Так что, может быть, свежий взгляд от геймеров — это то, что нужно компании. Не знаю, посмотрим.
А на сегодня все. Это были самые интересные новости ММО и игровой индустрии в целом. Куча переносов, продолжение свиста-пляски с Blizzard. Все это, конечно, тяжело и грустно. Эх, а помните, были времена, когда мы просто играли в игры, а не пытались разобраться в политике компаний и почему та или иная игра в итоге говном оказалась. Да, странное чувство, конечно. Спасибо за просмотр. Если было интересно, тыкай лайкос, подписывайся, нажимай колокольчик для алгоритмов, и чтобы не пропустить новые ролики, конечно, заглядывай на Twitch канал и по другим ссылкам в описании. До скорых встреч, пока!